Кстати, все мои видео теперь дублируются на ВК-видео. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Ну, здравствуйте. Настало время наконец-то рассказать, сколько у меня вышел ремонт Харлея, что с ним было, что у меня стучало в переднем цилиндре. Эпопея эта растянулась почти на год, так что сейчас потихоньку будем вспоминать, что с ним было, что я с ним делал. Освежу память. На чем закончился последний видос о нем? Я там рассказал, что снял бошки, разобрал двигатель, верхнюю часть вот эту, отвез их на диагностику пацанам в Балашиху. И, в принципе, что я купил поршня, кольца, всякие мелочи там. Что было дальше? Когда мне пришли запчасти, я немного призадумался, немного, скажем так, очканул ставить новые запчасти, ни разу не имея опыта сборки таких больших двигателей, то есть я перебирал только двигатель Стида. В общем, я решил, что нужно отвезти кому-то на сборку, чтобы его собрали по мануалу. Нашел сервис, который согласился это сделать. Отвез им мотоцикл и заодно сказал: ребят, давайте, проверим, что это могло стучать, в чем была проблема, продиагностируем головы. Ребята согласились, и буквально через неделю, я не помню, это октябрь был, по-моему, да, это был октябрь. Пока я ждал цилиндры на спроточке, точил я их в FXR-клане. Огромное спасибо Роме. Рома вообще это любовь моя. Спасал много раз во время этого ремонта, но мы к этому еще вернемся. В общем, мастер полез смотреть головы, смотреть зазоры и всю вот эту хренотень. И тут мне пришло от него сообщение и фотография. Дэн, стружка в переднем цилиндре в рокербоксе. То есть я сейчас ставлю фотку. Вот тут в рокер, где в него входит толкатель, была стружка, причем достаточно крупная. Мастер мне говорит: слушай, надо искать, откуда она пошла. Я говорю: раз надо, давай искать. Он говорит: надо лезть в механизм ГРМ, смотреть, может быть, там ее погнало. Полезли в механизм ГРМ, и проблема была все-таки там. То есть мастер денек поковырялся и нашел, в чем была причина. Сейчас я вам ее покажу. Проблема началась вот откуда. Потому что я не ту деталь взял. Долбоёб. Вся жесть с мотором началась из-за вот этой вот детальки. Это шестерня привода маслонасоса. Вот этот засранец. Вот здесь откололся маленький кусочек шестерни. Вот его здесь не хватает. Вот этот кусочек и может быть еще где-то. Но больше всего видно вот это. То есть видно, да? Остальные части нормальные. Вот здесь вот тоже кусочка не хватает. Тут она тоже развалилась. То есть вот получается раз место, два места. Я не знаю, почему она развалилась. Может, предыдущий владелец вот тут вот еще тоже нет кусочков. Может, предыдущий владелец лил херовое масло. Может, да что угодно могло произойти. В итоге эти кусочки, вот эта шестерня стоит здесь, кусочки этой шестерни отправились в плавание по механизму ГРМ. Они здесь помотались, покрутились, попали в втулку коленвала. Фотку я тоже покажу. Вот здесь в крышке, вот здесь вот, стоит большая латунная втулка. Туда она надевается на коленвал. Она разодрала весь коленвал, то есть, не внутри двигателя самого, а именно вот в этом месте, где она выходит, правой половины картера. Размотала саму втулку. Далее. Вот здесь вот стоит распредвал. Вот так вот. На нем стоит гидрик. Вот так вот.
Такой вот механизм здесь. Эта зараза попала сюда в распредвал, вот эта стружка. Запорола мне распредвал. Запорола мне гидрик. Стучал, судя по всему, именно гидрик. Либо штанга вот здесь вот, из-за того, что там что-то, может быть, ей не хватало, я не знаю. Поднялась вот здесь, я не знаю как, по каналу, и застряла в передней части рокербокса. То есть я, фотку покажу, там будет видно. Сейчас я покажу, что он сделал с распредвалом. Давай, фокусируйся. Вот след. Вот он. Вот сюда попала стружка. Он достаточно, я не знаю, если тут будет видно, глубокий. И гидрик. Где фокус? Вот он фокус. Вот. Она так сожрала гидрик, ударила очень сильно его. Вследствие этого я попал на новые распредвалы, новые гидрики. Но гидрики я предполагал, что там мертвые, поэтому я заказывал новые. Но поскольку вскрыли тут все, надо было менять втулки. Плюс еще у меня была проблема, что тут на валу главной передачи стоит подшипничек, он у меня убегал постоянно. То есть мне механик кидает фотку, что подшипник вот такой вылез. Он говорит, надо еще тут все проверить. Полезли проверять главную передачу. Там умер подшипник главной передачи. Тоже был уже уставший, его надо было менять. Я сейчас буду перечислять список запчастей, которые я покупал, устанавливали сюда. Тут то еще веселье. Проблема была еще в чем? Найти распредвалы. Это либо заказывать со Штатов, либо заказывать с Финляндии. Это очень долго ждать. Распредвалы у меня с маркировкой, по-моему, D. Да, 4D. И в России их, они были всего у 2 продавцов. У владельца барахолки Harley Davidson, который не хотел мне кидать фотки постелей, непонятно было, живые они, не живые, с ним мы не договорились. И где-то то ли в Краснодаре был Chopper Shop, у них был разобранный двигатель от Sportster 883, по-моему. И у них были вот эти распредвалы. Но проблема была тоже, с ними тоже была проблема. У меня гребенка вот такая, а на их распредвалах, хоть и маркировка такая же, шаг вот этой гребенки был меньше. Поэтому для того, чтобы поменять распредвалы, я сначала заказал их, они встали, но не подходила шестерня, вот эта, которая стоит на коленвалу. Она вот здесь вот так вот стоит. Пришлось заказывать еще и шестерню вот эту отдельно. Кстати, я, по-моему, забыл ее записать в цены. Ну ладно. Она, по-моему, в районе 3000 стоила. То есть вот так. Она просто не сходилась у меня. Далее, что сдохло еще? Когда меняли главную передачу, подшипник главной передачи, там стоит вот такая вот втулка. Это втулка от Big Twin. Вот эта втулка, вот так она выглядит. И здесь очень сильная ступенька. То есть втулка тоже мертвая. И ее не проточишь никак. Если слышно. Я задеваю вот эту вот ступеньку. Она должна быть ровная. Втулку тоже было найти целая проблема. Потому что она была только в Штатах. Но я смог найти ее в России. Большое спасибо Александру Гусеву, покойному. У него была одна вот эта втулка, он мне ее продал. Что касается сборки мотора, там началось веселье. Я потихоньку покупал запчасти, привозил их, и там что-то не получалось сделать. Первое. Мы перебрали головы. Начали с переборки голов, пока точили поршневую. В головах умерли оси коромысл. Что я говорю? В коромысле застряла, получается, стружка. Блин, я уже не помню, если честно, как все эти детали правильно называют. Кто-то харакерами называет, тот коромыслами. Вы меня поняли по фотке. Умерли оси коромысел, умерли втулки в рокерах.
Втулки я заказал новые. Их не было, ну, пока заказывал, их оказалось, что уже нет в наличии. Повез в FXR Clan кромки. Говорю: Ром, поменяешь мне втулки? Проблема еще была в том, что втулки нужно не только установить, а сделать мне развертку. В сервисе, где я делал мод, развертки не было. Я повез все это в FXR Clan. За 10 Рома сделал мне втулки, сделал мне развертку. Далее. Крышка коленвала. Чтобы поменять в ней втулку, вот оказывается большая головная боль. Потому что там надо как-то все центровать, какая-то там сложная процедура. Опять же, меня спас Рома с FXR Clan. У него была половинка именно моего мотора с коленвалом. Ну, с этого, с Риджета 1200-го. За 10 тысяч он мне шлифанул коленвал, то есть выровнял вот эту все плоскости и сделал втулку. Они сами делают эти втулки под любой размер, как я понял. Тоже это стоило 10. Что он еще мне делал? Сейчас. Мне уже нужен планшет. Далее. Когда мы еще диагностировали клапана, оказалось, что седлом уже плохо. И самим клапанам, ну, их пора протачивать. Я сейчас фотки тоже прикреплю. Седла посадочные, получается, они проточить не могут, клапана тоже. Я опять это повез все кромки. Рома мне все это сделал, это тоже стоило 10 тысяч. Так. Проточка поршневой. Тоже у Ромы делал, под плитами, все как полагается, все нормально, тоже 10 это стоило. В общем, 4 раза я ездил к Роме, чтобы сделать там какие-то манипуляции, которые мой сервис не мог сделать. Ну, не мой, а тот, где я собирал двигатель. К сожалению, я сразу к Ромке не смог поехать, потому что у него весной, это было как раз сборка весной началась в 2024 году, у него начинается ажиотаж, то есть к нему было просто не протиснуться. Хорошо, что он просто брал мой мод и делал то, что нужно. Что дальше? Давайте тогда сейчас перейдем к ценам уже, что мне стоило. Давайте сейчас перейдем к ценам, что во что мне вышло, по каким ценам я брал запчасти. Так, поехали. Поршни 100 евро, по 50 евро за штуку. Кольца 36 евро, сцепление фрикционы 74 евро, стальные диски 40 евро. Комплект прокладок Cometix 135 евро, шпильки для выхлопа 13 евро, доставка 50 евро. Итого 448 евро. Это по курсу, когда я оплачивал, это было осень 23-го, октябрь, где-то 27-28 октября. Это вышло на 44 350 примерно в рублях. Далее, гидрики вместе с доставкой с eBay через Байера, через Казахстан, это 106 баксов, 11 300. Далее, в левой стороне умерли втулки КПП некоторые, тоже они вошли с 1000 рублей. Шестерня вала, это вышло 5500, это вот как раз новая шестерня. Дальше. Распредвалы мне вышли в 10 тысяч. Подшипник главной передачи, это вот этот, он стоил 5600. Сальник подшипника КПП какой-то 1950. Сальник штока переключения 1000 рублей. Это тоже это все там с коробкой какие-то там сальники или втулки постоянно приходилось покупать. Вот эта вот большая втулка главной передачи, она в Штатах стоит 30 баксов. У нас она стоит 8 тысяч. Вот за 8 я ее взял. И так, ну вроде бы я ничего не забыл. Плюс, по-моему, вот я не пойму, шестерня вала какая-то, я записал ее. Может быть, это шестерня привода маслонасоса. Не помню. Ладно, там она, ну, не особо дорогая, она, по-моему, в районе 5 стоила. Дальше прокладка маслонасоса 1000 рублей, какой-то сальник КПП тоже 400 рублей. Игольчатый подшипник, это вот сюда вот тоже идет под главную передачу, он стоил 1200 рублей. Их там идет 2, получается 2400. Следующий заказ у меня оси коромысел мне вышли в 5200 рублей. Да, осям тоже было, получается, плохо.
решили их поменять. Итого в FXR клане я отдал 40 тысяч за все работы, вот, которые там Ромка делал. И за сборку мотора, дефектовку, вот это вот все, потому что почти, он, получается, мод в сервисе стоял с февраля до августа. Потому что... Почему так долго? Потому что пока шли запчасти, мне мастер скидывает, что нужно, я это все находил. Самое интересное, все запчасти я нашел в России. Я вот только поршневую, вот то, что за евро я перечислял, это все ехало с Финляндии. Все остальное я нашел в России. Все это было в наличии в разных магазинах. Тоже, пока все это доедет, пока ты это привезешь мастеру, пока он там все это установит, у него же тоже он не занимается одним моим мотором, он делает другую технику. Плюс втулку коленвала достаточно долго делали, ее почти делали 2 недели, вот всеми вот этими манипуляциями занимались. Очень время убегало, и мотоцикл мне вернули только в августе, получается. Когда я забрал мод после капиталки вот этой, у него начал ссаться карб. Причем, прям нормально так. Я разобрал карбюратор, поменял прокладку, не прокладку, а мембрану ускорительного насоса. Проблема была в ней. Карб заработал вроде бы, но началась другая проблема. Я завожу мод, еду буквально минут 10-15, мод глохнет. Глохнет и вот никак не заводится, как будто нет искры. Крутит, не схватывает. Я думаю, что за херня? Что-то с карбом я, что ли, накрутил, хотя я его просто открыл, поменял мембраны, все прочистил. Не понимал, в чем дело. Мы как раз собирались ехать в дальняк, я думал поехать на Харлее, поехал. И вот эти вот приколы он мне выкидывал дня 3. То есть я выезжаю от дома, где тут недалеко катаюсь, он глохнет, я еду домой за эвакуатором или иду. Закидываю в прицеп, привожу домой, он остывает, я опять завожу, все нормально, он работает какое-то время, опять глохнет. Я не мог понять, в чем эта проблема, уже психанул, отвез его к Ромке. Говорю, Ром, не знаю, что за хрень, разберись, может быть, это карб, может, я там, дебил, что-то натворил. Рома говорит, окей, все, давай. Это как раз вот когда был видос про дальняк, вот в конце августа, примерно августа 24-го, мы уехали в дальняк, а мод стоял у Ромы. Рома говорит, я сейчас полезу тогда карб, настрою, настройка карбюратора у него стоит 25 тысяч. Это прям вот полноценная настройка, вот сюда вот вваривается датчик, вот здесь тут видно, выкручивается пробка, вставляется датчик, то есть это прям вот настройка, как она полагается, а не просто там жиклеры покрутили. Вот. Пока мы были в дальнике, мне пишет Рома, говорит, слушай, не знаю, что у тебя с мотом, карп я настроил, мод все равно глохнет. Говорит, я жду электрика своего, он приедет, посмотрит, что с ним. Как раз мы уже возвращаемся с дальника, мне звонит Рома, говорит, слушай, нашли, в чем проблема. Оказалось, вот от релешки зажигания один пин был недовоткнут, то есть там трехконтактный пин, один контакт не был воткнут, потому что все вот это разбирали, когда меняли втулку, зажигание снимали, потом ставили обратно. Короче, просто не заметили этого, и все. Он даже, получается, деньги с меня за это не взял, говорит, все, просто нашли, и все. Далее, получается, первую часть обкатки, сколько там, 1,5 или 3 тысячи километров надо было проехать. Опять же, это первые 500 километров ты ездишь аккуратненько, то есть там по полчасика, потом мод час остывает. Дальше уже можно, подольше ездить, там по 2 часа хотя бы. Вот это я успел сделать до конца сезона 2024 года. И в следующем сезоне уже отдал Роме мод на донастройку после обкатки. То есть он настроил, все, сейчас все нормально, мод едет, все хорошо. Что еще было? После того, как я мод сервиса забрал, получается, дома его завожу, а он начинает ссаться маслом с заднего цилиндра. Я в этот момент, у меня прям весь мир рухнул. Я сейчас ставлю видосик или фотки, что найду. Как это было. То есть вот прям вот реально сытся. Я пишу мастеру, он такой,
Говорит, надо было шлифовать поверхности вот этих между картером и цилиндром. А у меня уже тогда, особо не было финансов на это. Поэтому я тогда мастеру сказал, собирай так. Он говорит, скорее всего, из-за этого. Как оказалось, двигатель же стягивают, шпильки смазывают маслом, затягивают, потом день это, сутки это все стоит, потом еще дотягивают. Это выходило вот это масло со шпилек. Слава богу, все прошло нормально, то есть это масло вышло и все. Все good. Короче, сейчас мотоцикл ездит, все нормально. По финансам, сколько у меня это все вышло? Грубо говоря, немного округляя, 100 тысяч за запчасти. Это, опять же, повторюсь, первые 2 квартала 2024 года я все это покупал. В конце 2023 года поршневую вот это все брал. Это цены на те времена. И за работы, грубо говоря, 100 тысяч и плюс настройка карба 25 тысяч. Да, 25 тысяч настройка карба. Итого выходит 125 тысяч полностью все работы и 100 тысяч запчасти. Итого 225 тысяч. Плюс-минус. Может, я потерял какие-то там сальнички, пыльники, потому что я с кучей магазинов заказывал, я просто, может, не нашел какие-то заказы. Что-то я на Авито брал, что-то, может быть, я ездил, сам покупал. Не помню. Грубо говоря, капиталка вышла 225 тысяч. Примерно вот так. Что по итогу мы имеем? По итогу имеем практически новый мотор, то есть откапиталенный, он валит как не в себя. Что потери времени, это естественно. Потери силы, финансов, вот это самое болезненное. А так, в принципе, что, мотоцикл теперь откапиталенный, ездит. Я уже успел в этом сезоне, сезон такой короткий был, то холодно, то еще какая-то хренотень. Я успел съездить в небольшой дальничок, 1500 километров. Тоже с ним, проблем не было никаких, он едет. Мы с ним лазили и по пляжам каким-то, и по пескам, по бездорожью, в дождь ездили, все нормально, все, он едет, он меня устраивает. Я вот установил себе высокий руль, с ним мне поудобней. Сиси-бар Салика, он у меня уже стоял, и в этом сезоне ему настала жопа, потому что я повесил на него большой тяжелый рюкзак, и он его просто погнул в левую сторону. А так все, пишите комментарии, очень долго ждали, просили этот видосик, а у меня сегодня хотели руки, я хотел, чтобы мод был полностью нормально обкатан, чтобы никакие больше подводные камни в нем не всплыли. Вот, наконец-то это свершилось, 1,5-годовая эпопея окончена. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, пишите комменты, пообщаемся, обсудим. ВКонтакте мне тоже народ пишет, спрашивают, что у них может стучать, понятия не имею. Кому могу, помогаю советом. Так что жду от вас обратной связи, комментиков. Все. Подписывайтесь на канал, потому что с блокировки Ютуба очень маленькие охваты стали. Если что, кстати, все видосы я сейчас стараюсь дублировать в ВК-видео. То есть у кого YouTube не работает, подписывайтесь на ВК-видео. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.